Добрый день, дорогие наши зрители, и мы продолжаем нашу серию, которую мы начали 17 апреля по ведению сделок. Прямо на ваших глазах мы их открываем, либо же прорабатываем и ставим какие-то отложенные ордера, показываем, как мы это делаем, и рассказываем, что это не финансовая рекомендация, это наши размышления, это так, как мы видим рынок, как мы научились, и рассказываем, возможно, кто-то нас поправит, возможно, кто-то возьмет из наших стратегий и подходов что-то себе и сможет на этом заработать. Ну, а мы сейчас послушаем нашего инопланетного гостя, как у него дела на монете Link. Ну, хочется отметить, что дела вообще отлично с этим индикатором, который ты разработал, я им пользуюсь, и вот статистика все улучшается и улучшается. За последнюю неделю получилось за 7 дней 8% к депозиту сделать, то есть план как бы выполняется, и сразу перейдем и покажем, что у нас получается на линке. Последний день, вот что получилось сделать, то есть даже перевыполнил план, если у меня план где-то $19 к депозиту, то есть это тогда 1%. Хотелось бы еще раз напомнить, что 17 апреля мы положили 100 USDT, и на сегодняшний день уже 121 USDT сгенерировали, то есть $21 прибыли с помощью различных сделок. Да, тут были мелкие сделки, которые я не стал отмечать, 0,55, потому что всегда пользуюсь твоим советом, что синица в руке, и поэтому как только рынок начинает или монета начинает, движение начинает затухать, сразу перезахожу, то есть прикрываюсь и захожу по новой. Здесь, конечно, сделочка была отличная, да, зашел я где-то вот здесь, можно было чуть выше зайти, и досидеть можно было до конца, но опять же видно было, что рынок тут начал колебаться, и монета могла пойти и в это направление. Конечно же, она продолжила движение вниз, и удалось сгенерировать 8%, то есть $1.55. Ну и потом следующие мелкие сделки, которые вот здесь вот совершал на этом движении, да, в лонг, в шорт заходил, и удалось сделать 30 USDT, хотя если вот так вот все досидеть, это было, конечно, грандиозный план, но как есть. Самое интересное, что у тебя прорисованы уровни. Мы с тобой говорили на вчерашнем заседании, что я буду рассматривать. Единственное, что я не запомнил, у меня есть две линии отрисованы. Одна из них, которая стоит на 16.05, а вторая, которая на 16.50. И я говорил, что буду смотреть на реакцию от этих уровней. И не знаю, либо ты воспользовался моей подсказкой, либо это случайно у тебя так произошло, но вижу, что реакция как раз-таки была от уровня 16.05, и она была вниз, и поэтому можно было спокойно сидеть. Тут есть еще один лайфхак, я с тобой поделюсь после эфира. Ну, а если кому-то интересно, как мы используем индикаторы, как он вообще выглядит, как мы распознаем, где вход в сделку настоящий, где ложный, потому что индикаторы, как правило, не всегда дают достоверную информацию, и если кто-то говорит вам обратное, не верьте. Ну, а в целом, поздравляю, хорошая доходность, 20%, меньше, чем за 2 месяца, это довольно неплохо. И, в общем-то, у меня тоже сегодня хороший день. Я торговал монету, которую я торгую, Magic, которую я торговал и вверх, и вниз. И поделюсь с удовольствием теми мыслями, которыми я руководствовался при входе в сделку, и тем, что на самом деле получилось. Хочется тоже отметить, что статистика положительных сделок у меня 97%, потому что наблюдаю за рынком, да, и вот после того, как понимаю, что что-то начинает происходить с монетой, она может развернуться и пойти в другую сторону, хотя по индикатору не должна и по нашей расчетам не должна. Но на всякий случай выхожу из монеты и потом торгую в другую сторону, и поэтому вот такой вот процент. Расскажу, какие мысли были сегодня у меня, и мы все знаем, а кто не знает, обычно есть такое понятие уровни поддержки сопротивления. Мы прорисовываем какие-то сильные знаковые уровни, которые есть у нас, касание цены до этих зон, и наблюдаем за тем, как себя ведет цена рядом с этими уровнями. И что касается именно сегодняшнего момента, утром я посмотрел на то, что происходит, да, я видел, но сегодня мы ушли ниже, и у меня был еще вот такой уровень. Это я уже перерисовался. Да, значит, был у нас разворот вот в этом месте. Мы пошли, пытались еще раз вернуться в шортовую зону, потом опять пошли, оттолкнулись от вот этого уровня. И такая тенденция сложилась, если рассмотреть на 15 минутах, это будет очень интересно видно, что мы вот отсюда пошли,
собрались над уровнем смены тренда 15-минутным, не пробили его вниз и начали строить вот такую историю. И когда мы один раз вернулись к этому уровню и уже возвращались второй, у меня зародилась идея, что этот уровень будет давать неплохую реакцию. Значит, я дождался, пока нам дали возможность ложно выйти, подождал, пока мы вернулись, пробили, и возврат за этот уровень показал мне, что можно войти. И я вот отсюда доторговал вот до сюда. Что самое интересное, цель у меня была 17, а цена достала до 17.02. Ну, интересный трейд был, да, мне пришлось здорово подумать, потому что получилось, что здесь у меня был этот уровень смены тренда, а здесь я уже следил за этим. Но не суть. Потом я собрался с мыслями, думаю, пробьем или не пробьем. Взял короткий стоп за эту линию и попробовал зашортить. Ну и у меня, как видите, благополучно получилось. Единственное, что шортил я, наверное, вот опять же до этой линии, а дальше решил понаблюдать, что будет происходить, и потом решил, что мне на сегодня торговли достаточно, и я сегодня торговать больше не буду. Вот такая история получилась, ну, предвидя твой вопрос, получилось 3% в одну сторону и 3% в другую. С 10-м плечом это получается, как ты сказал, 60. Вот такая история была сегодняшней торговли. Что касается, вернемся, мы всегда, ну, по крайней мере, обычно оглядываем, делаем обзорники биткоина. Он, интересно, сегодня пошел точно так же вниз, почему весь рынок зашортился. Но у него есть вот эта поддержка зеленая, которую сейчас, закрепившись мы снизу, продолжим падение, поэтому, кому интересно, понаблюдайте. Все-таки у нас есть нисходящая вот эта линия, и я перейду на старший таймфрейм, чтобы было немножко понятнее, о чем я говорю. Да, мы рисуем здесь такой вымпел с вот этой поддержкой снизу, и вот такая нисходящая линия у меня прорисована. Может, она не четко там по тем точкам, которым надо было бы ее провести, но она такая была спонтанная. Я увидел, что есть нисходящая тенденция, когда у нас хаи не повышаются. И я, как я уже сказал, буду следить за реакцией от этой зоны. Что интересного я сегодня заметил, я думаю, вам тоже понравится. Мы как-то наблюдали за доминацией биткоина в ожидании альт-сезона, и в этот раз, тогда, когда он должен был наступить по, скажем, праздникам, да, то этого не произошло. Не было у нас Санта-Ралли, не было у нас февральского Нового года, который китайский Новый год обычно дает рост. И у меня такая есть прорисовка, когда были халвинги и когда доминация биткоина начинала снижаться. И здесь вот это было через 140 дней после халвинга, здесь было через 231 день после халвинга. И я точно так же на 13 дней больше здесь взял, отложил где-то вот здесь. И у нас даже была очень похожая ситуация вот здесь, что мы вроде как должны уже развернуться по всем данным, да, это как раз совпадало там с февральским Новым годом, и мы уже все приготовились к альт-сезону. Но оказалось, что надо было высчитать вот этот коэффициент, да, и получилось, что сегодня, перепроверив свои предположения, ну, то есть 55 поделив на 1,66 получается 33, и точно так же 33 поделив на 1,66 получается 20. Ну, я имею в виду бары между вот этими линиями на недельке. Вот такое наблюдение было сегодня. И что касается доминации, она начала таки снижаться. Есть прорисовка у меня по снижению доминации. Ну, естественно, это все будет знаменовать рост альткоинов. И потому что, ну, на самом деле, биткоин еще вырастет, скорее всего, но уже такого интереса у инвесторов, чтобы заработать много, скорее всего, что не будет. Он будет скорее как актив стабильности. Да? И вот мы вот эту трендовую сломали, подтвердили ее снизу, и, скорее всего, что будем развиваться вот по этому сценарию, который у меня прорисован пунктиром. Вот такое наблюдение. Но пока мы говорили, биткоин чуть-чуть вернулся, и этого не видно на недельке, а на 15-минутке это будет видно, что он позеленел. Дав хвостик ниже этой линии, и, возможно, сейчас просто вернется в эту зону и продолжит свой рост. Посмотрим. Ну, я, наверное, на сегодня закончил. Можем коснуться слегка эфира. Он тоже вот непонятно, такой в неопределенной ситуации, пилит уровень, который я считал, что будет поддержкой. Он его спокойно себе распиливает. Ну, и когда распиливаются уровни, куда мы пойдем, ну, одному Богу известно. Спасибо большое. Очень полезно, очень информативно. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. И до завтра.